Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за итальянский Милан, ФК-24, карьера с измененными настройками бегунков. Мы серию назад, ребят, перешли с вами на ультимейт уже с легенды, и пока продолжаем неплохо показывать игру и продолжаем зарабатывать очки. Элиот сейчас находится в ПСЖ, и как раз таки с ними у нас сейчас игра на групповой стадии Лиги Чемпионов. Пока что и мы, и они имеют по 6 очков, и сейчас может решиться, кто же выйдет на первое место, мы или ПСЖ. Мы приехали к ним в гости, и, ребят, я думаю, игра будет довольно интересна. Вот состав ПСЖ: Дембеле, Мбаппе и Барколя, Соллер, Фабиан Руис и Витинья в центре, Донарума на воротах, ну и довольно неплохие сменщики на скамеечке запасных: Гонсалу Рамуш, Коломуани, Асенсио, Кимпембе, Угарте, Данила. На многие позиции есть усиление. Ну и сегодня Эрнандес встретится лицом к лицу. Ну а вот состав нашей команды сегодня без особых изменений. Нет сегодня Кьера, он, ребят, подустал. Калабрия чуть-чуть уставший, но так же, как мы видим, сегодня есть Оливье Жиру и Пулишич. Они выходят с первых минут. Вы, ребята, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал и также обязательно залетайте по ссылке в закрепленном комментарии в наш телеграм, чтобы всегда быть в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений о стримах, о новостях. В общем, все будет под рукой. Также в закрепе есть ссылка на мой Twitch канал, где у нас стримы, и второй канал с прохождениями под названием Фандом Лига. Там у нас сюжетные игры. Я всем буду рад, ребят. Ну а мы начинаем. Это третий тур группового этапа Лиги Чемпионов. Мы приехали в гости к ПСЖ во Францию. Ну и посмотрим, что они сегодня смогут продемонстрировать. Они так же, как и мы, набрали первые два тура 6 очков. У нас чуть-чуть получше разница забитых и пропущенных. На 1 гол мы пропустили меньше. Мбаппе сейчас полетел сразу в атаку, но здесь хороший перехват. Леао видит забегание Оливье Жиру. Жиру ставит корпус. Накидывал в штрафную, но мяч до Лофтуса Чика не дошел. А здесь хороший перехват. Ляо. Бенасер. Играет на фланг на Тео Эрнандеса. Офсайда не было. Бьет Ляо, но Донарума в порядке. 11 минут позади. ПСЖ пока придерживает мяч у себя, но вот здесь пытался заблокировать передачу Оливье Жиру. Не получилось, зато здесь потеря. Жиру выкатывает на Ляо, и хороший выход. Ляо. Надо бить в дальний, но нет. И удар получился не очень точным и не очень сильным. Но и Донарума без особых проблем забирает футбольный снаряд. Здесь нарушение правил со стороны парижан. И начинается новая атака нашей команды. Пулишич ждет забегание Калабрии. Калабрия. Подача в штрафную. И мяч не доходит. Его дальний удар. Донарума спасает, а там уже Тамори летел на добивание. Удар есть, рикошет. И угловой. Видим и забегание Галлахера. Галлахер. Но он чуть-чуть так подсаживался под Донаруму. ПСЖ здорово держит мяч. Вот у них неплохо проходят эти короткие перепасовки. Дембеле. Убирает сейчас Тамори. Мбаппе. Какой мощнейший выстрел в ближний, но здесь справляется наш вратарь. А здесь отложенная карточка Галлахеру. В каком эпизоде? Ну вот когда он немножко подсел под Донаруму. Ну, не знаю, на желтую, мне кажется, это не тянет. 38-я минута. И вот здесь здорово открывается Лофтус Чик. Ну же, Чик, забить! Он бьет выше перекладины. Это был стопроцентный момент под занавес первых 45 минут. Но есть еще время. И ПСЖ идет в новую атаку. Здесь снова здорово. Галлахер встречает соперника. Но вот Бенасер, ребят, кажется, травму получает. Необязательное какое-то столкновение. И судя по тому, что он, ребята, не поднимается, это что-то серьезное. Посмотрим, что здесь было. Ну, он сам ударился об ногу Мбаппе. Возможно, какой-то перелом получил. И у нас
Рейндерс вышел вместо него, и конец первых 45 минут. Пока 0-0. Начинается второй тайм. Голов пока команды не забили. У нас желтая карточка у Галлахера, а также потеря Бенасера. У Чика сегодня то наоборот очень сильным получается удар, то слабые передачи. Тамори против Мбаппе. Мбаппе выдает шикарную передачу, но здесь Тео Эрнандес. Галлахер. Не в ту зону Пулишич начал открываться. И там еще и Галлахер немножко упал. Я думал, тоже травма. Ну а тут аккуратно действует Тамори. Игра в атаке. Мбаппе. Ну какой пенальти, реф? Какой пенальти? Ну вот как на желтую карточку посадили Галлахера, так и здесь. Ну что сделал Калабрия? Мбаппе просто за него зацепился сам. И по итогу парижане зарабатывают пенальти. Мбаппе угадывает угол вратарь, но такие просто не берутся. Это 1-0. Парижане выходят вперед. Мбаппе не сыгрыток с пенальти забивает. Ну и здесь сумасшедший удар в девятку. И, ребята, 1-0. У нас Муса вышел вместо Лофтуса Чика. Как-то немножко, мне кажется, знаете, травма Бенасера чуть-чуть застопорила нашу команду. Здесь здорово Калабрия отрабатывает. И уже Пулишич набирает скорость. Пулишич. А вот здесь тоже столкновение. Ну, реф молчит. Ну как это? В одну сторону свистим, в другую нет. Калабрия. Ну, исправляется парень, исправляется. Муса. И неплохая попытка передачи на Ляо, но, к сожалению, не вышло. Не вышло здесь доставить мяч до нашего нападающего. А тут Галлахеру не хватило длины ноги, чтобы мяч сохранить. ПСЖ играет уже по счету, аккуратно. Передача на Мбаппе. Еще один удар. У нас выходит Акафор вместо Оливье Жиру. Коломуани появляется, по всей видимости, у ПСЖ. Да, так и есть. И остается, ребята, 20 минут. Остается всего лишь 10 минут. Во втором тайме нашу команду не узнать. Ну вот помните, мы с Дортмундом играли, когда во втором тайме они практически вообще ничего не создали. Вот сейчас то же самое происходит с нашей командой. А там никого. Калабрия. Здорово, Галлахер, какой отбор. И дальше по флангу Акафор, надо бежать. Галлахер-то не вывезет. Но он не смог сделать пас. Тяжело команде, но здесь Галлахер снова вступает в борьбу. Галлахер сегодня в центре просто один из лучших, ребята. Один из лучших. 2 минуты добавляет главный арбитр. Наша команда уступает в этом матче. И ПСЖ выходит в единоличные лидеры турнирной таблицы. Бенасер получил травму, перелом стопы и пропустит приблизительно 2 месяца. В чемпионате у нас по-прежнему плотность у 4 команд 24 очка, но у нас с Интером еще игра в запасе. Да, мы забили поменьше, чем они, но и пропустили чуть-чуть меньше. У нас сейчас игра против Наполи, которых, ребят, нет пока в пятерке, но у них равенство очков с Юве, которые идут на 5-м месте, а значит, что они совсем рядом. Давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. Кварацхелия, Осимхен и Политано. Ну и, ребят, давайте тогда начинать. У них из последних 5 игр 3 победы, что говорит о хорошем настрое команды. Ну а вот сегодня наши изменения. Сегодня Чуквезе, Шешко, Муса, Кьер также вернулся в оборону. Ну и, ребята, погнали. В чемпионате тоже ни в коем случае нельзя ошибаться, потому что любое поражение сейчас сразу же, ребята, выдвинет соперников выше. В Лиге Чемпионов мы оступились, но, как говорится, проигран бой, но не проиграна война. Там еще 3 игры. У нас есть еще время, так скажем, все исправить. Хоть и ПСЖ оторвались от нас, но выходят из группы это 2 команды. Кварацхелия подхватил сейчас мяч, видит слева партнера.
Но сам смещается к центру. Отсюда он может и ударить. Хвича! Такой момент, ребята, просто протащил сам. Пошел вперед, не боясь. Начал обыгрывать одного за одним. И нам немножко повезло. Не было офсайда. Нет, но сразу же Шешко. Двое слопали. А вот теперь Осимьен. От Галлахера ушел. Ушел и дальше от Калабрии. Но тут Кьер, ребята, сразу не пускает вперед. Тем не менее, Наполи продолжили атаку. И вот только со второй попытки у нас получилось мяч отвоевать. Какая классная передача под забегание Осимьену. Удар в ближний, добивание. Очень опасно действует Наполи. Галлахер. Его дальний выстрел. Мяч попадает в лицо защитнику, но не попадает в руку. Здорово. Вот уже и мы встречаем соперника, и 33 минуты позади. Шешку сегодня просто не дают развернуться. Тео Эрнандес против Ди Лоренцо. Эрнандес красавец. А вот Тамори не очень. Осимьен, скидка, удар. 1-0. Это Хвича, ребята. 38-я минута. Все-таки Наполи дожимает сейчас нашу команду. Ну, Тамори, вот не знаю. Легко мы отдали мяч. Ну, а тут уже сложно было что-либо придумать. Хвича со второго шанса забивает гол. 37-я минута, 1-0. Ой-ой-ой, а тут сразу грубость. Ну и желтую надо давать как минимум. Ди Лоренцо. Что это? Прямая красная. Вот только-только команда Наполи забила, как в следующем эпизоде Ляо зарабатывает удаление для игрока Наполи. И сейчас может все поменяться уже в нашу пользу. Политана тут же убирают у Наполи. А это значит, что правый фланг сейчас немного у них освободился. Там Оливейра вышел на футбольное поле. Вот он как раз сейчас с мячом. Отдает передачу в центр. Тамори проскакивает, Лоботка. Да какое нарушение, реф! Ну что это? Я не знаю. В последние матчи просто какая-то ерунда. Галлахер в чистую выиграл эту борьбу, но реф свистит. А здесь спасение от нашего вратаря, и первый тайм закончен. Ничего менять не будем, нужно просто немножко прибавить в активности у ворот соперника. Тео Эрнандес. Хорошая передача на Ляо. Ляо собирает нескольких игроков. Наполи. Ляо, удар. Такое голище от Ляо, ребята. Вот он уже показывает свое индивидуальное мастерство. Счет сравнивается. 48-я минута. Не только у Наполи есть исполнители, но и Ляо красавец. И здесь увидел он коридорчик и ударил в дальнюю 9. Никаких шансов для вратаря. Это 1-1. И на 48-й минуте Ляо возвращает нашу команду в эту игру. Галлахер. Отлично. Галлахер, здорово. И здесь на рывке уходит, но дальше Лоботка. Галлахер хорош в отборах, но, может быть, на скорости не всегда действует здорово. Тяжело здесь было убежать. Он и так первый рывок сделал с большим трудом. Тео Эрнандес в перехвате действует здорово. А вот теперь Ляо и свободная зона. Давай, давай, Ляо. Можно убегать. Шешко. Один удар. И что там? Мяч в руку ему попадает. 70-я минута. Наполи в новой атаке. Ну, я не знаю, может быть, для них сейчас и ничья будет неплохим результатом. Но они идут вперед. Не останавливаются. Удар в ближний. Лоботка пробивал. Рейндерс выйдет вместо Лофтуса Чика. Орбан появляется вместо Рахмани у Наполи. И остается чуть больше 15 минут. Пенальти. Не разобрался здесь Кьер и наш вратарь. Но в итоге получилось так, что Кьер скидывал Галлахеру, а тот, разворачиваясь, цепанул мяч рукой. Осимьен.
И снова в тот же угол, как Мбаппе, но не дотягивается наш вратарь. Два мощнейших пенальти в один и тот же угол, но вытащить такое очень сложно, ребята. Это 2-1. Неплохо. Рейндерс. Передача в центр. Шешко. Удар по пустым. Шешко добить. Тут офсайд. Как же обидно. Ляо, неточный пас на Шешко. Мы начинаем торопиться, и не всегда получается. Здорово. Передача в центр. Чуквезе. Шешко. Удар по воротам. Мяч сваливается с ноги. Какая-то неразбериха сейчас в центре поля. Было микронарушение. Мяч отскакивает. Хвичи. Ну и давайте, совсем чуть-чуть остается, ребята. Нужна одна контратака. Подача в штрафную. И неужели еще один пенальти, реф? Да ты серьезно? Просто рефери сегодня убивает игру. Ну какой пенальти? Давайте посмотрим, что здесь было. Калабри играет на ближней. И что, он считает, что он головой идет в соперника? Ну это просто ерунда. Почему он сделал шаг в сторону? Я оставался просто в центре. По силе было видно, что удар пойдет по центру. Он чуть-чуть левее пошел, но Миньен сделал просто шаг в другую сторону. Хотя я вообще стик не трогал. Зачем вот этот шаг, а потом падение? Ну странно, ребята, сегодня все происходит с командой. В итоге Наполи просто каким-то невероятным чудом зарабатывает 2 пенальти. При том, что у них было удаление в матче. А у нас Ляо несется сейчас на ворота соперника. Ляо здорово разворачивается. Пас в центр. Галлахер. Еще один удар Шешко, ну и все. Это поражение 3-1. Вот и начинается тот самый момент, когда наша команда играет уже не на таком большом кураже, который был в начале. Соперники подстраиваются, и ребята побеждают. Но если мы взглянем на статистику, 11-9 было по ударам. Ну, примерно на это мы и наиграли. Ожидаемые голы у Наполи 3-4, но они пенальти забивали. Вот, ребята, мы уже и пошатнулись немножко с первой строчки, но у нас игра в запасе, и все-таки шанс обойти Интер у нас есть. У нас игра против Удинезе, у которых 18 очков, они также недалеко от первой пятерки. Ну и смотрим на их стартовый состав. Вот такая вот прям стрела атаки. 5-1, 2-1-1. Ну и у них хорошая статистика. Ни одного поражения за последние 5 игр. Что не скажешь о нашей команде. Уступили в Лиге Чемпионов, уступили Наполе. Ну и вот такой вот стартовый состав сегодня выходит. А в следующей серии, через 2 дня на 3 у нас по календарю снова игра с ПСЖ. Так что нужно сейчас набраться уверенности, постараться выиграть, играем дома, ну и поехали. Пока не поздно, нужно возвращаться в игру, потому что если мы так сейчас начнем терять очки, в концовке сезона будет еще сложнее их наверстать. Удинезе тоже хорошая такая интересная команда, но это все-таки не ПСЖ и не Наполи. Например, последний пенальти с Калабрией, но это вообще смех. А тут расстреливают наши ворота. Но было положение вне игры. Удинезе сразу активненько начали эту встречу с атак. Оливье Жиру, передача. Рейндерс. Его дальний удар. Тео Эрнандес. Оливье Жиру играет на Ляо. Ляо с мячом в центре штрафной. Ляо хотел здесь просунуть мяч Жиру, но все перекрыли. Хороший перехват, а там Ляо нарушает правила и желтое. Пас на Лофтуса-Чика. Он ныряет за спину. Лофтус-Чик, подача. Жиру. До мяча не добирается. Галлахер. Калабрия. А здесь Жиру почему-то решил не идти на эту подачу. Нет взаимопонимания какого-то у Жиру и Ляо. Вот если взять Шешку, да, он не получается у него иногда забить.
Но при этом с Ляо они довольно здорово разыгрывают. То вот пока у Ляо и Жиру не получается найти какую-то взаимосвязь на футбольном поле. Но вот сейчас по флангу здорово получается у Ляо прорваться. Жиру. Передача в центр. Галлахер. Удар Галлахера. Галлахер. Мощный выстрел, и вратарь снова вытаскивает. Ну же, Лофтус-Чик. И снова тащит голкипер. Но не выпускаем сейчас Удинезе с их половины поля, но арбитр свистит. Первый тайм закончен, пока, ребята, 0-0. Начинаются вторые 45 минут. Мы были активней, мы создавали больше моментов в первом тайме, но забить, к сожалению, не получилось. Тео Эрнандес. Ляо. А вот здесь, реф, ну серьезно. То есть Ляо, он сразу желтую дал в том моменте, а здесь цепанули за ногу, и он считает, что это в рамках правил, но не было там игры в мяч. Калабрия. Немножко его продавили, скидка в центр. И угловой Тамори подставляется. Давайте Окафер выйдет вместо Жиру, может быть, чуть пошустрее сейчас. Заиграем в атаке, хотя Окафера я тоже особо не чувствую. Его здесь в спину толкают, но нарушения нет. Нарушения, ребята, нет. Это нормально. Забросик на Ляо, догонит. Догоняет Ляо и зарабатывает угловой. Муса, здорово, в хорошем отборе выгрызает мяч. Это Ляо. Окафер. Снова Муса, можно катить центр, нужно решать. Удар есть, и вратарь потерялся. Вратарь, ребята, потерялся. Это Рейндерс. Он забивает гол, но здесь разыграно было все очень шикарно. И посмотрите, как вратарь просто потерянно выглядит в этом эпизоде. Ему здесь уже ничего не оставалось. Рейндерс забивает на 62-й. Мы повели. И у Удинезе тут же начинаются замены. Калабрия сбивает соперника. Но нам забивают гол. И вот здесь примерно такая же ситуация. Это Делафео вроде как, да? Здесь тоже Миньян спасти никак не мог. Пытался Калабрия сбить еще до передачи. Но не вышло. Ну и тоже расстреливают примерно в тот же угол. Окафер, скидка, Пулишич. Мяч залетает в ворота после рикошета, ребята. Ну вот и нам где-то повезло. Это, конечно, будет, скорее всего, автогол. Но везение здесь было на нашей стороне. Долго Пулишич подрабатывал, бил, а дальше автогол. Биол привозит в свои ворота. 2-1. Да, все-таки Калабрии дали желтую карточку, но там без желтой было никуда. Тамори. И Миньян вытаскивает. Вытаскивает, ребята, просто тяжелейший удар. Как же долго он бежит. Но видим здесь на фланге. Неплохо разыгрываем. Ну же, удар есть, перекладина. Ляо, добей. Куда ты бьешь, Ляо? Куда? Тяжелейшая победа 2-1. Матчи становятся все сложнее, ребят. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте залетать в Телеграм, на второй канал и на канал Твича. Всем буду рад. Ну и увидимся в следующем выпуске. С вами был Локи. Пока-пока.